Ну вот мы и добрались. По первому впечатлению, здесь как будто бы никого и не было. Возможно, моя интуиция меня подвела. Еще посмотрел кормушку, корм все так же и лежит, птицы почему-то пока его не едят. Может быть, пока еще не настолько голодные. Но знаете, что меня сейчас немного смущает? Меня немного смущает то, что там в окошке, вы можете увидеть, там домовенок у меня, Кузя, который еще в первой землянке у меня жил. Вот. И если мне не изменяет память, я его разворачивал лицом сюда, чтобы он смотрел из окошка. А сейчас он спиной повернутый. Возможно, кто-то приходил и его так вот поставил. Давайте сейчас зайдем, заглянем и убедимся, прав я или нет. Самая главная печка на месте. Вода, все на месте. Ну, возможно, я ошибся, возможно, я его так и оставлял. Тетрадь посещений. И, блин, опять эти какули мышиные здесь. Дровами тоже никто не пользовался. Да, друзья, новости для меня, конечно, совсем неутешительные. Лучше бы, лучше бы эту землянку посетил кто-то из людей. Мышей здесь развелось, блин, такое ощущение, что они со всего леса сюда сбежались. И хозяйничают они здесь уже прям-таки конкретно, хотя меня здесь не было всего 2 дня. Предыдущий раз, когда я сюда приходил, я здесь ночевал спокойно, и мыши не беспокоили. И когда я приходил, вот такого вот звериного царства здесь землянки у меня не было. А сейчас я прям сижу и слышу, как они здесь бегают, шуршат. Поэтому, знаете, что я хочу сейчас сделать? Я хочу сейчас первым делом, ну, конечно же, растопить печку. И я закрою шибер, чтобы сюда дым поступал. Вот. Я при помощи вот такого дымовой завесы хочу их выгнать отсюда, хотя бы на время. А потом, наверное, я все-таки буду сюда яд разбрасывать. Может быть, кто-то, да, напишет в комментариях, что это негуманно, что я сам гость здесь в лесу, что это неправильно. Какие-то там предлагали в комментариях там другие альтернативные способы избавления от мышей. Но я думаю, что они все либо совсем не действенные, либо действуют на какой-то короткий промежуток времени. Вот. Ну а здесь мышиной лихорадкой заболеть, конечно, мне совсем не хотелось бы. Поэтому вот, скорее всего, буду разбрасывать здесь мышиный яд. Ну а пока топлю печь, закрываю шибер, сделаю здесь такую дымовую завесу, чтобы их здесь отсюда всех разогнать. А потом уже буду, наверное, раскладываться, смотреть по ситуации. Кстати, тетрадь посещений пустая, никто не записывался. В общем, разжег я печку, закрыл полностью там шибер, и дым теперь туда валит внутрь в помещение. Пока я там находиться не буду, пускай там все это окурится, разбегутся весь этот зверинец, потому что я очень расстроился, конечно, на самом деле. Не хочется мне спать с этими мышами эту ночь. Но куда деваться, раз уж приехал, надо работать здесь. Вот. Ну, со временем, я надеюсь, от них избавлюсь. А пока буду продукты все подвешивать здесь на дереве, чтобы мыши не добрались.
Вот. И буду вытаскивать сейчас пилу и займемся козырьком. Я надеюсь, что такой способ хоть немного оказался действенным. Ну, во всяком случае, вот с того вот угла пару мышей я видел, как выбегало. Ну и забегало тоже обратно. В общем, как там говорится, волков боятся в лес не ходить. Но в моем случае, видимо, мышей боятся в землянку не ходить. Но они совершенно просто не пуганые, друзья. Я уже набросал отраву туда, у входа прям в землянку. Мышь выбегает. Причем они не маленькие, нифига, они достаточно большие. Я думал, мышь-полевка лесная, она совсем мелкая. Оказывается, нет, они очень здоровые, упитанные. Вот. Я насыпал отраву у входа. Она выбегает, прям на меня стоит, смотрит на отраву. И думает, а не попозже ли я забегу сюда, когда он уйдет отсюда. Ладно, отставим тему мышей. Замерил я уже размеры вот этого козырька, потому что я уже подзабыл, сколько здесь. И сейчас беру электропилу и отправляюсь на поиски нужных бревен. Отлично. Нашел два подходящих бревна на правую часть козырька землянки. Даже пилить не пришлось. Я когда-то давно их распилил и забыл про них. А сейчас вот пошел и наткнулся. Вот. Нужно их только прибить. Да, это не сосна, но на этот козырек уже и не нужно мне какое-то такое прочное и сильное дерево. Это просто чисто для того, чтобы укрыть землянку от дождя, от осадков. Даже не землянку, скорее, а самого себя.
меня еще остались куски тента с прошлого раза, который был лишний. Я специально отрезал для того, чтобы козырек накрыть. И вот его момент настал. Ну, мне самое главное накрыть вот эту вот левую сторону, потому что ходить-то я здесь буду, а с правой стороны уже не так важно. Поэтому перво-наперво стараюсь по максимуму закрыть вот эту левую сторону. Ну и на что хватит вот этого тента, накину еще на правую. И боялся, что грунт, ну то есть песок промерзнет. Но сейчас тут попробовал, нет. Засыпать, я думаю, получится. Так, ну тент я закрепил. Теперь остается только его засыпать песком. Ну и посмотрю, если найду мох еще в лесу, может быть, мхом еще сверху засыплю. Если не найду, тогда засыплю еловыми ветками. Все-таки думаю поискать немного мха. Знаете зачем? Потому что вот здесь вот тент, все равно он в глаза бросается, мне это не очень нравится. И если я вот здесь вот обложу хотя бы немножко мхом, картинка будет намного лучше. Нашел вот немного мха. Он уже, правда, весь такой, можно сказать, перемороженный. А также еще мне понравилось вот это бревно, тоже покрытое мхом. Его я тоже куда-нибудь доприспособлю для красоты. Думаю, мне этого хватит на первое время. Ну, в общем, вот как у меня все в итоге получилось. Насколько мха хватило, настолько вот я его и засыпал. Посмотрю, может быть, завтра, если будет желание и настроение, поищу еще. И с этой стороны еще мха насыплю. Ну, пока мне все нравится. А сейчас, наверное, перекушу немного, потому что время уже почти 4 часа. Нужно перевести дух, попить чай, отдохнуть. А потом, очень важный момент, нужно будет мне найти здесь в лесу какое-нибудь бревно потолще, желательно. И попробовать сделать из него вот раковину. В качестве обеда у меня сегодня еда, принесенная из дома, потому что я знал, что много времени потрачу на строительство козырька. Поэтому взял то, что можно здесь на печке по-быстренькому разогреть да покушать. Вот, думаю, запах голубцов мои лесные соседи оценят точно. Но пока тихо, пока их не слышно. Видимо, пока я так сильно шумел молотком, они все разбежались и испугались. Вот. А вечером уже с вами приготовим здесь на печке уже полноценное первое блюдо. Спустился в ближайший овраг. И похоже, что мне и пилить даже не придется, друзья.
Здесь уже когда-то давно, похоже, кто-то спилил вот эту вот довольно-таки большую сосну. Распилил ее вот на такие пеньки. Я смотрю, вот там дальше еще есть пеньки. Надо туда глянуть, посмотреть. Может, там что поинтереснее есть. И взять их. Тогда мне и пилить ничего не придется. Расходовать заряд электропилы. Блин, ну это вообще огромные, смотрите. Ух, этот я даже не дотащу, наверное. Главное, чтобы они не гнилые были. Сейчас, наверное, найду какой-нибудь, который не такой уж сильно прогнивший. И его постараюсь принести. Потому что солнце уже вот-вот скоро сядет. Все, друзья, бревно на месте. Правда, пришлось мне его распилить еще пополам. Потому что если бы я его полностью такое начал делать, у меня бы вот это перьевое сверло не просверлило бы его насквозь. И тогда у меня бы не получилось вставить сифон внутрь. Поэтому пришлось пожертвовать размерами. Но я думаю, это не так страшно. Давайте, наверное, объясню вам, что я себе нафантазировал сегодня. В общем, вот это бревно я хочу просверлить насквозь при помощи перьевого сверла. Вот такого вот. Далее вставлю сифон в это отверстие. И так будет у меня просачиваться вода внутрь. То есть снизу будет стоять ведро. И вот здесь нужно будет сделать такую импровизированную выемку. Опять же, при помощи перьевого сверла вот так насверлить. При помощи вот этого зубила, или как оно, не помню, как называется, напишите в комментариях. При помощи топора, ну и молотка. Получится или нет, не знаю. Сразу говорю, это мой первый опыт. Поэтому будем учиться, будем пробовать. Вот такой вот промежуточный результат, друзья. К сожалению, мне нечем зачистить вот это вот все, чтобы было гладенько и ровненько. И нужно еще бы в дальнейшем каким-то маслом или лаком покрыть. Зачистить и покрыть лаком. Тогда будет выглядеть симпатичнее. Ну а пока сейчас устанавливаю сифон. Устанавливаю рукомойку, куда планировал.
И посмотрим, как эта идея в реализации у меня получилась. Так, ну, закрепил, наконец, я раковину. Вывел вот вниз сифон. Туда поставлю ведро или пока 5-литровую бутылку. И теперь остается мне вот здесь где-то еще закрепить рукомойник. Все, друзья, раковина установлена, рукомойник тоже на месте. Давайте испытаем это новое чудо техники в землянку. Я выбрал еще именно это место, потому что оно рядом с печкой. И таким образом вода будет немножко, но подогреваться. Да, конечно, без должной обработки дерево долго не прослужит, оно все рассохнется. Но, опять же, повторюсь, в следующий раз я хочу принести сюда какую-то пропитку, либо масло специальное для дерева, и обработать его, чтобы оно прослужило подольше. Ну и, конечно, было бы еще неплохо зачистить как-то, зашкурить. А так, в целом, я доволен. Мне нравится эта идея по поводу дерева вместо обычной какой-то пластиковой раковины. Потому что пластиковая раковина, она бы сразу бросалась здесь в глаза. А раковина из дерева такого, она прямо вписывается, на мой взгляд, идеально. Еще бы рукомойник как-то закрыть бы, вот этот вот пластиковый, тоже какой-нибудь корой деревянный. Было бы вообще классно. Ну а так вот, посуду помыть с утра, умыться, мне кажется, самое то. Самое главное, я чуть не забыл, это зеркальце. Пришло время приготовить ужин, друзья. На ужин я хочу сделать суп. Суп под простым названием «Три банки». А такое название он получил благодаря простоте рецепта. В основе его тунец в собственном соку консервированный. Это протертая мякоть томатов. И третий ингредиент – это фасоль красная консервированная. Первым делом необходимо достать глубокую тару, налить туда растительное масло, примерно 2 столовые ложки, нарезать лук и чеснок. У меня в данном случае 1 зубчик чеснока и где-то около половины луковицы, наверное. Все это закидываю в тарелку, перемешиваю и ставлю на огонь. Ставим все это на огонь и не забываем постоянно помешивать до того момента, пока лук не станет мягким. Лук готов, а это значит, настало время добавить наши 3 главных ингредиента. Это красная фасоль, это тунец, ну и последний, не менее важный ингредиент,
Это протертая мякоть помидоров. Теперь все это перемешиваем тщательно. Накрываем крышкой и тушим примерно около 3 минут. Не забывать периодически все время помешивать. Три минуты прошло. Теперь необходимо добавить около литра воды. Я добавлю чуть меньше, потому что я все это один не съем. Также добавляем соль, перец по вкусу. Ну и любые специи, я думаю, которые вы любите. Я вот взял с собой еще лавровый лист. Теперь остается лишь только периодически помешивать, доводить этот суп до кипения, а после он должен покипеть еще около 15-20 минут. Так, друзья, 20 минут прошло. Я думаю, что мой суп под названием «Три банки» готов. Единственное, что я не учел, это не взял с собой глубокую тарелку. Обычно я все время в таких походах, в землянках готовлю вторые блюда. Но в этот раз вот сделал суп, но забыл про то, что нужно взять глубокую тарелку. Поэтому буду есть прямо вот из такой, по походному. Давайте пробовать, что там у меня получилось. Не хватает еще здесь зелени немного, хлеба и сметаны. И тогда вот, я думаю, было бы идеально. Горячий пока. Ну вот, что хочу сказать тем, кто любит томатный вкус, кетчуп или что-то вот в этом роде, оно прям очень зайдет. Вкус очень такой сильный, насыщенный томатами. Мне нравится. Вот если где-то по шкале до 10 баллов, наверное, около баллов 7 где-то я бы поставил. Так что пробуйте готовить тоже так же в походах, либо у себя дома. Дома его готовить еще проще, чем вот в таких походных условиях. Я думаю, многим зайдет. Нужно дать немножко остыть ему. Все, друзья, суп закончился. Буду сейчас укладываться, наверное, спать. А перед этим, в завершение сегодняшнего дня, хочу еще сейчас включить кино. Я у Лены позаимствовал кинопроектор.
растянул сейчас белое полотно напротив лежака. Сейчас настрою кинопроектор, посмотрю киношку и буду спать. Так что до завтра, друзья. Надеюсь, что я высплюсь. Надеюсь, что беспокоить меня никто не будет. Утром проснусь, расскажу, как прошла ночь. Спокойной ночи. Всех с добрым утром, друзья. Выспаться у меня, конечно же, не удалось сегодня. Всю ночь шуршали мыши, бегали здесь. Из-за этого постоянно я просыпался. Время сейчас где-то 7:30 утра. Я на завтрак заготовил вот себе яичницу, заварил чай. Буду завтракать, а после уже собирать вещи и отправляться домой. Не забудьте подписаться на канал, поставить мне лайк, если понравилось это видео. Ну и до новых встреч, до новых приключений. Где-то, может быть, в другом месте или в этой самой землянке. Всем пока!